Всем привет, ребята! Сегодня у нас особенный выпуск. Следующая глава про героев, а именно героев седьмого поколения. Мы подробно разберем каждого, способности, персонажей и реальное применение в PvP и арене. А еще для вас важная новость. В нашем телеграм-канале осталось всего 10 подписчиков до старта нового розыгрыша. Как только добиваем число в 1500 подписчиков, сразу запускаем конкурс на 3 сертификата по 499 ледяных звезд. Так что смотрите внимательно, подписывайтесь и готовьте забирать свои призы. Перед началом обзора попрошу поставить лайк этому видео, так как для меня это очень важно. А теперь присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Сегодня мы с вами обсудим героев седьмого поколения. Мы ранее с вами уже обсуждали героев с первого по четвертое поколение, и отдельно был ролик про пятое и шестое. Кто не видел данное видео, для их просмотра вы можете перейти по ссылке, которую сейчас видите на экране. А также оставлю ссылки на видео под постом в телеграм-канале. Перед началом обсуждения хочу сказать следующее, что я выражаю сугубо свое мнение, и в некоторых аспектах оно может не быть схожим с вашим. Но я вам выражаю сугубо свой опыт в разрезе этого поколения. И надеюсь, что данный ролик поможет вам определиться с выбором героев в период седьмого поколения. Начиная со второго поколения героев, у вас есть возможность получить 3 героев. Осколки первого героя вы можете получить в колесе фортуны. Осколки второго героя вы можете получить в мероприятии Король Ледяного Поля, либо в стадии подготовки и битвы СВС. А осколки третьего героя вы можете получить в Зале Героев. Вы все прекрасно знаете, что самый простой вариант добычи осколков – это с колеса фортуны, а самый сложный в Зале Героев. Мы постараемся с вами обсудить 2 опции. Это вариант с донатом и без. И теперь давайте с вами обсуждать героев седьмого поколения, которые у нас появляются на 440-й день игры. В данном поколении вы получаете 3 новых героя. Первый – это долгожданный герой для игроков без доната из колеса фортуны лучник Брэдли. Следующий герой – это пехотинец Эдит. Осколки героя вы получаете из мероприятия Король Ледяного Поля, из стадии битвы и подготовки СВС. И третий герой – это копейщик Гордон, осколки которого вы получаете в Зале Героев. И прежде чем мы начнем обсуждать героев седьмого поколения, небольшая реклама. Не знаешь, где выгодно купить морозные звезды в Whiteout Survival? Заходи в SkyShop Market. Пополняй морозные звезды на любой аккаунт по ID, себе или же другу. На сайте также можно приобрести валюту и предметы для других популярных игр. Mobile Legends, PUBG Mobile и многих других. Сделать покупку просто. Выбираешь игру, в нашем случае Whiteout Survival, указываешь нужное количество морозных звезд, вводишь ID своего аккаунта и email и оплачиваешь удобным для тебя способом. Звезды приходят максимально быстро, без задержек и лишних ожиданий. Ссылка на SkyShop Market в описании под этим видео. А теперь давайте продолжим. Сразу хочу попросить прощения, в период съемки проходит мероприятие «Безумный Джо», но я уже проходил в другом альянсе, так что просто не обращайте внимания на красный экран. Сразу хочу сказать тем, кто еще играет на более ранних этапах игры. Как я вам говорил неоднократно в предыдущих роликах, наша задача к старту седьмого поколения, кроме того, что необходимо иметь талисман 11 уровня для открытия магазина обмена ресурсов талисмана, еще необходимо будет иметь большое количество алмазов к старту седьмого поколения, так как именно в этом поколении вы получаете лучника Брэдли с колеса фортуны, которого необходимо брать в обязательном порядке и прокачивать на максимум. И давайте теперь разбираться почему. Данный герой обладает защитным эксклюзивным снаряжением героя, которое повышает атаку защитных войск до 15% и имеет хороший навык для освоения, который повышает скорость атаки конвоя. Любители спрашивать в Телеграме участников чата, какой же виджет необходим для Брэдли. Могу с уверенностью вам сказать, минимум 6 уровня, а в идеале хотя бы 8. Касательно навыков Брэдли. Многие из вас это знают, но напоминаю, если кто не в курсе. У героев существует 2 вида навыков. Слева идут навыки освоения, которые работают в том же освоении и арене, и навыки экспедиции, которые работают в различных рейдах, ПВП, медведи и прочее. Если мы с вами откроем навык освоения, то первый навык называется Разрушитель, который наносит урон по области до 420%. Следующий навык – это Зажигательный снаряд, который повышает урон вашего персонажа. И последний навык освоения – это Дерзость, который повышает атаку персонажа до 26%. Касательно навыков освоения могу сказать следующее. Считаю Брэдли одним из лучших героев на арене и освоении из-за своих атакующих навыков. Он прекрасно себя проявляет у меня во втором ряду слева. При появлении данного персонажа я смог пройти порядка 20 этапов в освоении. Так что кто любит ломать голову, как проходить очередной этап, Брэдли вам в этом обязательно поможет. Что касается навыков экспедиции, то первый навык – это Сила Ветерана. Он повышает атаку всех войск до 25%. Довольно хороший навык, и в будущем, когда актуальность Брэдли отпадет, а я могу сказать, что в среднем этого героя можно будет смело использовать до 10 поколения, то можно будет использовать данного персонажа для присоединения в ловушки на медведя. А пока что смело на него одеваем ваше лучшее снаряжение героя и используем его в PvP аспектах. И, конечно же, на ловушке медведя можно использовать данного героя в своем рале. Идеальное сочетание героев для ловушки медведя в седьмом поколении теперь будет следующее. Это Брэдли, Мия и Гектор. Ну, либо же Джеронима, если вы его приобрели и сделали на 4 звезды. Завидую вам, если он у вас есть. Но мне же приходится ставить Гектора
И в целом при соотношении 1% пехоты, 5% копейщиков и 94% лучников мой урон с Брэдли повысился на 50-60 миллионов. Кстати, может вам снять обновленный гайд про медведя? 10 тысяч просмотров набрал мой предыдущий ролик про Мишку. Так что если вам интересно, чтобы я снял обновленный гайд, напишите об этом в комментариях. А теперь давайте вернемся к Брэдли. Следующий навык – это мощный выстрел. Он повышает урон против копейщиков до 30%, а против пехоты до 25%. И последний навык – это тактическая поддержка. Он повышает урон до 30% на 2 хода каждые 4 хода. А с учетом того, что в среднем бывает порядка 40 ходов за бой, тоже считаю хорошим навыком. В целом, как я говорил ранее, это довольно-таки хороший персонаж, что в освоении, что в экспедиции. Особенность Брэдли в том, что его навыки экспедиции повышают наносимый урон не только для ваших дружественных стрелков, но и также для пехоты и копейщиков. И в комбинации с героями на пехоту и копейщиков из 7-го поколения и выше, копейщики превращаются из мобильных солдат в тех, кто наносит основной урон. Ибо их урон повышается существеннее, чем для стрелков. Вследствие чего стрелки начинают погибать от копейщиков намного быстрее, в связи с чем их использование в PvP становится неактуальным. Не в зависимости от того, донатите в игру или нет, ваша обязательная задача сделать этого героя минимум на 4 звезды, чтобы открыть все его навыки на максимум, а в идеале сделать на 5 звезд. И виджет хотя бы 6 либо 8 уровня постараться сделать, так как в период 7-го поколения остальные два героя менее актуальны. Но все же давайте их рассмотрим. И следующий герой у нас с вами идет пехотинец Эдит. Осколки данного героя падают с мероприятия Король Ледяного Поля и стадии подготовки и битвы СВС. С учетом того, что я активно участвую в КОИ, я собрал этого героя на 4 звезды. Делал ли бы я целенаправленную прокачку общими фрагментами данного героя? Нет. Так как в 8-м поколении будут все-таки довольно хорошие герои, про которые мы с вами поговорим уже в следующем ролике. Если я в этом ролике увижу актив в виде лайков и комментариев, то я обязательно вам сниму ролик про 8-е поколение. Так что давайте сделаем 200 лайков под этим роликом, и я сразу займусь обзором 8-го поколения героев. Касательно эксклюзивного снаряжения героя, то навык экспедиции у Эдит защитный, повышающий здоровье защитных войск до 15%. Навык в освоении малютка инженер, где в случае наличия 50% здоровья и ниже активируется увеличение здоровья до 35% и увеличивает защиту до 30% до конца битвы. Касательно навыков, то в освоении первый навык называется Железный Кулак. Он повышает урон по области до 140% и оглушает врага на 1 секунду, и одновременно повышает свою атаку на 100% на 2 секунды. Следующий навык – это Спасательная капсула. Данный навык наносит ближайшим врагам урон, равный до 280% от атаки. И третий навык освоения – это Упреждающий сигнал, который дает возможность шансом до 50% уменьшить получаемый урон на 50%. В целом, с учетом того, что я получил данного героя на 4 звезды в КОЭ и открыл все навыки на максимум, напоминаю, что достаточно открыть героя на 4 звезды, где необходимо 475 осколков, чтобы открыть все навыки на максимум. Так как мне удалось это сделать, я использовал Эдит на арене вместе с Гектором. В целом, с учетом навыков на арене, мне понравился данный персонаж. А вот в PvP вариациях я по-прежнему использовал Гектора, так как виджет у Эдит у меня не было возможности улучшать, так как все ресурсы уходили на Брэдли. Я сделал Эдит навык 1-го уровня сугубо для арены. Я использую Эдит на арене вместе с Гектором. В целом, с учетом навыка, мне понравился данный персонаж на арене. А вот в PvP вариациях я по-прежнему использовал Гектора, так как виджет Эдит у меня не было возможности улучшать, так как все ресурсы уходили на Брэдли в период 7-го поколения. И я сделал Эдит навык 1-го уровня только сугубо для арены, и в целом я про это не пожалел. Касательно навыков экспедиции, то первый навык – стратегический баланс. Он понижает урон лучников до 20% и повышает урон копейщиков. Второй навык – это железный щит. Он понижает получаемый урон пехоты до 20%. И третий навык – стальной страж. Он повышает здоровье войск до 25%. Если вы задумывались использовать Эдит в своем ралли на медведе, то это плохая затея. У нас по-прежнему будет оставаться Гектор либо Джеронима для создания ралли на ловушке медведя, так как нам по-прежнему необходим пехотинец на медведе, который благодаря своим навыкам может усилить нам урон наших лучников. А такая опция у Гектора и Джеронима присутствует, в отличие от Эдит. Опираясь на правый верхний навык, который работает для вступления на ловушки медведя, делаем вывод, что такой герой не будет из списков необходимых для вступления на мишки. Касательно PvP аспектов говорю как есть. Я ее не тестил, так как виджет у меня ее не прокачан. И я не делал упор на нее, так как я знал, что в 8-м поколении будет хороший пехотинец из Колеса Фортуны. И все ресурсы и виджеты я тратил только на Брэдли. Но по опыту других игроков я не получил много положительных отзывов про Эдит в различных аспектах PvP. А вот на арену в первый ряд она довольно-таки неплохо сочеталась с Гектором, она у меня. И если бы я не победил в КОЭ, то вероятнее всего я бы не прокачивал данного персонажа. Касательно третьего героя, это у нас копейщик Гордон. Как вы видите, у меня он не прокачан. И даже виджет открыть вам не могу. Но вы должны понимать, что эксклюзивный навык в освоении увеличивает наносимый урон до 25%
и снижает на 15% атаки противника. А в экспедиции повышает смертоносность отрядов в рейде до 15%. Касательно навыков, первый навык в освоении – ядовитый взрыв. Повышает урон по области до 70%. Следующий навык – это токсичный коктейль. Отравляет врага на 2 секунды и наносит урон в размере до 35% от атаки, повышает урон по противнику до 25%. И последний навык в освоении называется толеризация. Он повышает защиту до 75%. Касательно экспедиции, первый навык – это повышение урона копейщиков до 100%. И Гордон отравляет цель на один ход каждые 2 атаки. И отравленные враги наносят до 20% меньше урона. Довольно хороший таки навык этого героя. Используют в PvP-вариациях как одного из первых 4 героев для присоединения. По медведю этот герой не подходит для присоединения, так что можно его не использовать на ловушке. Второй навык – это химический террор. Он повышает урон копейщиков до 150% и снижает урон вражеских войск до 30%. Третий навык – это ядовитое облако. Он повышает урон по пехоте врага до 30% и снижает урон до 30% вражеским стрелкам на 2 хода. Срабатывает раз в 4 хода. В целом, если вы игрок с хорошим донатом, то этого героя вам необходимо брать. Навыки довольно-таки хорошие у него. И в целом в PvP-вариациях Гордона используют на присоединение в PvP-аспектах. Вот в целом я вам рассказал информацию про 3 героев, которые выходят в период 7-го поколения. Касательно практики, я бы настоятельно вам рекомендовал брать Брэдли. Абсолютно всем игрокам. И улучшать виджет данного персонажа необходимо минимум на 6 уровень. Касательно прокачки, я уже вам ранее говорил. Минимум необходимо сделать его на 4 звезды. Касательно Эдит, это ситуативный герой. Если вы не активно используете ресурсы на кое-либо СВС, то можете не использовать общие фрагменты на данного персонажа, так как в 8-м поколении куда больше опций для их использования. А Гордон необходим для игроков с большим донатом. А вот если у вас умеренный донат, то можете смело пропускать этого копейщика. Касательно арены и освоения, то я в период этого поколения использовал следующую формацию. В первом ряду у меня стояли Гектор и Эдит, во втором ряду у меня стоял Брэдли, по центру у меня стоял Рене, либо Нора, в зависимости от этапа освоения, а справа я ставил Вейна, которого я прокачал в период 6-го поколения в мероприятии Король Ледяного Поля. Касательно PvP-вариации в экспедиции, то я использовал пехотинца Гектора, копейщика Нору, либо Рене, в зависимости от ситуации, и лучника Брэдли. Вот в целом все, что я вам хотел рассказать про 7-е поколение. Надеюсь, данная информация вам помогла разобраться с аспектами про 3 новых героев в период этого поколения. Касательно выбора персонажей, то я вам уже неоднократно говорил, что весь упор вам необходимо делать на Брэдли, и только на него. А вот прокачку Эдит и Гордона уже используйте по ситуации, в зависимости от вашего доната. Ну что, ребята, вот мы и прошли по всем героям 7-го поколения Whiteout Survival. Мы разобрали их способности и тактики применения. Теперь вы точно знаете, кто из бойцов достоин вашего места в отряде, а кто, возможно, останется просто на скамейке запасных. Но это только начало. Впереди нас ждет не менее жаркий выпуск про героев 8-го поколения. И там будет много сюрпризов. Я хочу выпустить его для вас как можно скорее. Поэтому давайте сделаем так. Как только это видео наберет 200 лайков, я сразу сажусь за работу и выкладываю следующую часть, без задержек. Не забывайте про наш телеграм-канал. Там уже почти финишная прямая. Осталось всего 10 человек до 1500 подписчиков, и мы запускаем розыгрыш 3 сертификатов по 499 ледяных звезд. Это отличная возможность пополнить запас и усилить свою команду в игре. Так что переходите по ссылке в Telegram, присоединяйтесь и ждите старт конкурса. А я думаю, что старт конкурса будет как только я выпущу данное видео. Спасибо, что были со мной в этом обзоре. И до встречи в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.